6 лет назад в одном из роддомов Тулы произошла страшная история с новорожденным мальчиком Матвеем Захаренко. На третий день после родов медсестра поместила его под фотолампу, на которую сверху положила полотенце. Оставив ребенка одного, она вышла из кабинета. Накрытый прибор перегрелся, лампа в нем лопнула и начала гореть. Воспламенился сам прибор. На младенца упало горящее полотенце и пластик. Медсестра пришла только через 10 минут и ужаснулась от увиденной картины. У Матвейки было обожжено 70% всей кожи, но больше всего пострадало личико. От мамы малыша поначалу все скрывали, но потом признались в случившемся. Когда девушка увидела своего ребенка, то просто ужаснулась. Она длительное время находилась в шоковом состоянии и постоянно плакала. Маме Матвея всего 19 лет. Зовут ее Екатерина Захаренко. Родила она от своего ухажера, который, узнав о беременности, отказался от ребенка. Катя решила рожать сама и ждала его появления. Девушка с обычной семьи с небольшими доходами. Она не знала, за какие деньги сможет лечить сына. Акушеры предложили Кате отказаться от ребенка, и она ответила согласием. На одной из телепередач, посвященной Матвею, была мать девушки Елена. Она сказала, что не сможет помочь дочери вытянуть такого ребенка. Дочь также была на стороне матери. Младенца отдали в дом малютки, Катя его ни разу не проведала. После того, как эта история получила широкий резонанс, малыша захотели усыновить две разных женщины. Одна из которых, Наталья Сарганова, живущая в Туле, смогла вырастить 38 детей из приюта. Вторая женщина из Москвы, зовут ее Наталья Тупикова, которая кроме своего сына вырастила двух приемных дочерей с отклонениями. Суд принял решение отдать ребенка Тупиковой. Сейчас мальчику исполнилось 6 лет. Каждый год Матвею делают операции, с помощью которых придают его внешности нормальный облик. Новая мама малыша хвастается его успехами. Мальчуган очень любит книжки, подолгу рассматривает картинки. Матвейчик растет добрым и любознательным ребенком. Родная мать малыша за все это время ни разу не навестила его. Самое печальное, что за случившееся с ребенком никого так и не наказали. Медсестра себя виноватой не считает, ей дали только условный срок. И практически сразу она попала под амнистию, приуроченную к Дню Победы. Начальство роддома также осталось безнаказанным. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.